Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о 10 июня. Поговорим, что это за такой интересный день, что за народный праздник. Также мы поговорим о том, что можно делать и что нельзя делать сегодня по народным приметам. Итак, друзья, 10 июня сегодня народный праздник Никита Гусятник. А вот православная церковь в этот день чтит память преподобного Никиты Халкидонского, епископа. Другие названия этого праздника в этот день: Никита, Никитин день, Евтихий, полуденницы или полудницы. Название этому дню дали полудницы или полуденница или пилудницы. Так называли духов полдня. Это такие существа, которые вызывали крик и бессонницу у маленьких деток. Полудницу представляли в образе страшной или, наоборот, достаточно красивой женщины, которая появлялась на полях в полдень во время цветения или созревания хлебов и охраняла посевы. Она заманивала в рожь детей и вертела головы работающим в полдень, пока не натрудит шею до жгучей боли. Считали, что полудница может быть как доброй, так и злой. Она держит по народным представлениям в руках огромную сковороду, которой добрая полудница закрывает в полдень хлеб и травы на лугах. А вот злая, наоборот, оборачивает сковороду другой стороной и прижигает молоко хлебных зерен и цвет трав. Эти существа еще и соблазняли уставших работников, которые прилегли в этот день в поле. И в этом случае нужно было зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Также в этот день вы можете на протяжении всего дня, если будете почувствовать, что вам захотелось спать, обязательно скажите: «Господи, спаси меня от соблазна». Опасаясь полудниц, старались спрятаться, закрыв двери и ставни в полдень и в самую жаркую пору дня. Эти существа могли поймать и защекотать прилегших отдохнуть людей до смерти, поймать и увести с собой детей, которые опрометчиво решили поиграть на краю ржаного поля. Несмотря на опасность повстречаться с этим духом, беременные женщины в этот день тоже выходили в поле для того, чтобы крепость была у колоса. И считалось, что родить на хлебной ниве в поле – это к легким родам и к здоровому ребенку. В некоторых областях нашей страны считали, что спать в полдень и особенно на закате опасно. Духи, выходившие из подземных нор при повороте солнца на вечер, могли на человека навести еще более крепкий сон. Так или иначе, но полуденное время принадлежало полуденным духам. Полудница, которую сегодня видят в зреющих хлебах, это и дух поля, полдневного рассвета земли и наделенная почти универсальной властью сверхъестественного существа. Оно и персонифицированное, и она еще и распорядительница жизни и плодородия. Также полудницы еще называли детскую бессонницу, болезнь, которая сопровождается беспокойством и криком. И чтобы излечить дитя, его выносят на зарю и, став к ней лицом, произносят: «Матушка, заря заряница, заря красная девица, сними с раба Божьего, ваше называете имя, полуношницу и полуденницу, и сними с него бессонницу, дай ему сонницу, сними с него уроки, сними дикий рев, страх и переполох во веки веков. Аминь». Затем возвращаются домой с ребенком на руках в запятке, то есть задом наперед. И также, друзья, в этот день в народе почитается еще и стражем гусей, отчего его попросту и называют гусятником. По народному представлению, Никита Гусятник охраняет преимущественно гусят, не допуская к ним орлов, ястребов и других хищных птиц. У Никиты также просили защиту в делах, которые касались выращивания гусей на подворье.
Владельцы больших поголовья гусей в этот день заказывали в церкви молебен преподобному Никите, а потом выгоняли гусят на свежий выпас, на новую травку. Гусятам в этот день варили специальную кашу из пшена на святой водичке, и туда добавляли мелкорубленные вареные куриные или гусиные яйца. Считалось, что после такой каши гусята быстро пойдут в рост и принесут большую прибыль к Рождеству. Вот такой, друзья, у нас с вами 10 июня по народным приметам.